Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, в то время как на победобесие на Москву приедут различного сорта, знаете, отребья такое, вот политическое, самое натуральное отребье. То есть это всякие диктаторы, всякие людоеды, вот диктаторы из Мали, Буркина-Фасо и так далее, африканские какие-то вот такие вот царьки, которые захватили власть в результате военных переворотов, а также позорники такие, Орбан и Фицо, которых, ну, они не рукопожатые от слова вообще товарищи, особенно учитывая то, что как Венгрия, так и Словакия принимали участие во Второй мировой войне, с другой стороны баррикад, что называется, вот, и так далее. Вот Махмуд Аббас приедет, естественно, президент Палестины. Наверное, будет вот это, кстати, с Махмудом Аббасом вообще интересная картина. Там же будет официально принимать участие первый раз за время российско-украинской войны будет принимать участие посол Израиля. Вот это я буду смотреть. Я думаю, что вот их как-то вот организаторы сделают случайно так, что они будут стоять на одной трибуне и там лобызаться, что ли, я не знаю, а может подерутся еще, я не знаю, за любовь кремлевского царька. Это, конечно, для Израиля просто сказать, что это позор, это ничего не сказать. Мало того, что поехать к фашистам на победобесие, так еще и стоять там вместе с этим самым палестинским этим, господи, прости, президентом, да, но это, я не знаю, как израильтяне, короче, это переживут, но пускай как-то они с этим должны смыкнуться и поблагодарить свое правительство за такое мудрое решение, да, вот, в то время как, значит, всякое политическое отребье будет там на Москве, в Киев приезжает, по всей видимости, приедет весь западный мир. Я не говорю, что приедет Трамп, мы его западным миром уже, собственно говоря, не считаем. Мы вообще, я не понимаю, что он такой. Вот откровенно говорю, я не понимаю, что он такое. Вот, но Зеленский пригласил, в принципе, всех западных лидеров посетить Киев с тем, чтобы, ну, знаете, отметить, это не праздник, отметить Ніколи знову, да, вот. Кстати, при Порошенко это было, и правильно было сказано, Ніколи знову. Вот такая должна быть постановка, никогда больше. Чтобы такое никогда не повторялось, чтобы 40 миллионов людей не погибали в войну, и чтобы вообще войны не было. И вот, собственно говоря, отметить вот этот день печальный, Зеленский предложил приехать людям, точнее, знаете, скорее представителям вот этой коалиции охочих, то есть коалиции тех, кто готов помочь Украине во время войны, а также после войны, после того, как наступит мир. Вот эти люди, скорее всего, прилетят в Киев, и это будут совершенно другая публика, чем та, которая приезжает на Москву. На Москву они там насчитали то ли 20, то ли 30 людоедов, а также тех, кто воевал за Гитлера в свое время. Понятно, что не Орбан и Фицо именно воевали за Гитлера в то время, а их дедушки, прадедушки и так далее, по всей видимости. Вот, но, тем не менее, их страны воевали с той стороны. Вот, а эти поедут туда. А вот Великобритания, Франция и так далее, они приедут сюда. Как раз страны антигитлеровской коалиции. Те, кто воевали против фашизма, те, кто действительно отдавали жизнь в борьбе с гитлеровской этой коричневой чумой, они приедут в Киев. Вот. Единственное, еще раз говорю, вот будет крайне странно наблюдать вот в той компании людоедов официальную израильскую делегацию, возглавляемую послом. Большой привет вам, израильтяне, да, и у меня просто вот такой вопрос, знаю, что вы меня слушаете, как вы себя чувствовать будете, в какой тарелке, вот с Фицо, с Орбаном, вот и со всеми остальными там Джибути и Махмудом Аббасом, просто пишите, это будет весело.